Здравствуйте! Сегодня у нас очередной топ мистических видео. Приятного просмотра! Этот мужчина по имени Фрэнк исследует старое кладбище во Флориде. Он это делает поздно ночью. Ему удалось снять очень странную и тревожную вещь. Holy crap. There's somebody legit inside the room. Holy crap. Фрэнку удалось снять на камеру старую женщину, которая зачем-то одна пришла на кладбище поздно ночью и сидела в склепе в абсолютной темноте. Но когда мужчина все-таки решил зайти внутрь склепа, этой женщины уже там не было. Он решил продолжить исследовать пустое кладбище, но потом снова произошло кое-что странное. Wait. Oh my god. She's right there. That's the lady I saw. It's an old lady. Hello? Ma'am? Do you need help? Do you need help? Фрэнк снова встретил эту старую женщину. Она сидела и смотрела в одну точку. Но автор ролика не растерялся и спросил несколько раз подряд, не нужна ли женщине помощь. Сначала она не обратила на него особого внимания и только повернула голову на несколько секунд в его сторону. После второго предложения помощи она начала пристально смотреть на Фрэнка и молчать, полностью игнорируя все, что он говорит. После этого парень не выдерживает и уходит оттуда. Понятно, что он очень напуган всей этой странной ситуацией и ищет выход, чтобы поскорее уйти. Это видео стало очень популярно у Фрэнка, и его фанаты просили, чтобы он еще раз сходил на то старое кладбище и все проверил. И он сделал это. Но это тоже жутко кончилось. Фрэнк зашел в склеп, где впервые увидел ту старую женщину, и он начал слышать пугающие и непонятные звуки, которые, кажется, исходят из-под могильных плит. Но самое жуткое попало на камеру после странных звуков и непонятно откуда взявшейся музыки, когда Фрэнк вышел из склепа, чтобы найти ее источник. Внизу, около входа в склеп, появилось маленькое полупрозрачное кривое лицо. Оно появилось и затем ушло за стену. Так может, та старая женщина сидела в склепе, потому что слышала чьи-то голоса и видела кого-то из давно умерших родственников? Или эти вещи никак не связаны? Так или иначе, оба этих случая слишком напугали Фрэнка. Мужчина по имени Франциско работает охранником в ночную смену. И однажды ночью ему удалось снять это пугающее видео. No mames, se escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey, me estoy cagando de miedo, güey.
На протяжении всего видео мужчина думает, что над ним кто-то шутит, и его это заметно нервирует. Он говорит, чтобы этот шутник уже вышел из укрытия, и что он слышал, как он здесь проходил. No mames, Cuchi, güey. No seas ojete, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. A la verga. No mames. Su puta madre, güey. No mames. No mames. В конце видео бледное лицо выглядывает и смотрит на него из-за угла. Франциско клянется, что видео на 100% настоящее. Так что же это? Чья-то злая сущность или над мужчиной всего лишь кто-то подшутил? Этого мы так и не узнаем. Эти исследователи паранормального решили изучить паранормальную активность в одном местном баре, который находится в маленьком городке Шиллер-Парк в штате Иллинойс. Это здание было построено в 1889 году, и почти с самого начала в этом месте был бар. По местным слухам, в баре живет устрашающий призрак маленькой девочки. Этим фото поделилась с командой исследователей бармен, которая работала в ночную смену. Это фото сделал частый посетитель, он был ужасно напуган, и он рассказал, как все было. Сначала мужчина заметил необычную тень ростом с ребенка. После этого сфотографировал место в баре, где увидел ее краем глаза. И в итоге вышло это. На фото вы видите маленькую девочку, которая смотрит точно в объектив. У нее бледное лицо и пустые глазницы. На ней надето старомодное платье. Сам посетитель утверждает, что когда он делал фото, в том месте было пусто и там точно не было детей. После всего этого команда решает провести сеанс ЭГФ. Мужчина спрашивает, со скольким количеством духов он сейчас общается. Сначала ему говорят, что с 3, потом что с 4. После этого мы слышим слово «killed», что переводится как «убитый» или «убитые». Можно предположить, что эти духи хотят сказать, что они умерли насильственной смертью, то есть их убили. После этого мы слышим слово «heart», которое переводится как «сердце». Возможно, одного или нескольких из них убили ударом или выстрелом в сердце. Но это еще не все жуткие вещи, которые произошли в этом баре. Помните призрак маленькой девочки? Ее сняли прямо выходящей из женского туалета. И одна женщина из команды исследователей паранормального решила провести сеанс ЭГФ там. Ответы получились плохо разборчивыми, зато на камеру попало кое-что и вправду пугающее. Женщина направила камеру на кабинки. И если смотреть на приоткрытую кабинку, то вы там кое-что заметите в щелке. Там будто плавно движется чья-то маленькая фигура. В тот момент в туалете никого, кроме женщины, снимавшей все на камеру, не было. Один пользователь интернета говорит, что это место расположено в сельской местности небольшого города. Туда ведет одна дорога, и вдоль дороги в некоторых местах установлены камеры местной администрации. И вот это записала одна из камер поздно ночью. В кадре появился кто-то или что-то, выползающее со стороны поля и идущее по трассе. Небольшой город, около которого все происходит, имеет население всего 7,5 тысяч человек, и там слишком много пустых и покинутых домов. Бездомных там можно сказать, что нет. Так что непонятно, что это. Один сотрудник местной администрации решил снять это видео с экрана, потому что саму запись ему не дали. По его мнению, эта фигура слишком большая, чтобы быть человеком, и она еще почему-то прозрачная. Плюс ко всему, она очень странно передвигается, еле-еле переставляя ноги. Более того, когда этот силуэт проходит некоторое расстояние, он начинает понемногу растворяться в воздухе. После этого случая эта сущность больше не попадалась на камеры.
На сегодня вот и все. Я никого не убеждаю верить во все это. Каждый все решает для себя сам. До новых встреч.